Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из PrestaShop в GetCourse. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о заказах из PrestaShop в другие системы. Например, вы сможете создавать новые сделки в GetCourse, удобно обрабатывать, хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных PrestaShop. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые заказы». На этом этапе необходимо подключить ваш PrestaShop к системе Apex Drive. Необходимо указать вашу версию PrestaShop, доменное имя, а также API-ключ. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Перейдите в личный кабинет PrestaShop и в разделе «Расширенные параметры веб-службы» сгенерируйте новый API-ключ, скопируйте его и сохраните изменения. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Для данной системы дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем GetCourse. Теперь необходимо указать действие «Отправка сделок». На этом этапе необходимо подключить ваш GetCourse к системе Apex Drive. Для заполнения домена и API-ключа необходимо перейти в личный кабинет GetCourse. Доменное имя можно скопировать в адресной строке без дополнительных символов. Для того, чтобы скопировать API-ключ, вам необходимо перейти по ссылке. Пример ссылки находится в справке в настройках приема данных GetCourse. Также ссылка на справку будет в описании к этому ролику. В этом месте вставьте ваше доменное имя GetCourse. После перехода скопируйте API-ключ и вставьте соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке.
Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в GetCourse». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!